Привет, друзья! Хочу поделиться очень простым, но немножко трудоемким рецептом соевого творога чодеби. Так называют это блюдо корисаром. Так как купить или поесть в кафе не всегда это доступно, покажу, как это сделать дома просто. Это необычайно вкусное и легкое блюдо, которое придется по душе, по вкусу всем. Итак, соевые бобы я замачивала в холодной воде более 8 часов. Промыла затем и в несколько этапов прокрутила в стационарном блендере с добавлением воды. Вода должна полностью покрыть бобы. Получается вот такой молочный коктейль. Выливаю в плотный бязевый мешочек и собираю молочко. Если нет такого мешочка, то можно через марлю процедить молоко, сложенную несколько раз. Хорошенько сцеживаем молоко. Это займет немного времени, конечно. Сливаем молоко затем в кастрюлю, где я буду кипятить соевое молоко. И чтобы максимально вытащить белок из сои, еще раз заливаю в нее горячую воду. Так легче и больше выйдет молока. Делаю такие вот движения, как будто замешиваю тесто. Осталась окара, ее тоже можно использовать, поэтому убираю пока в сторону. Заранее готовлю раствор для коагуляции соевого белка. В воду кладу немного соли и лимонку. 3 чайные ложки оказалось вполне достаточно. Все это перемешиваю. Ставлю соевое молоко на огонь и довожу до кипения. Время от времени помешиваю, так как белок оседает и может подгореть. Откладываю немного молока, это для шелкового тофу, который скоро выйдет на моем канале. Коагулянт вводим в молоко понемногу и не мешаем сильно. Все сразу выливать не следует. Молочко постепенно сгущается и получается вот такими хлопьями. Как только сыворотка полностью отделится, тофу готово. Когда вводите раствор, огонь совсем уменьшаем. Как только все схватится, выключайте огонь и оставьте это под крышкой на 20-30 минут. Пока тофу стоит, делаю подливку. Лук я режу тонко, соломкой. Картофель тоже режу затем соломкой. Также режу небольшой дайкон. В принципе, это и есть гигантский редис. Можно заменить редькой. Режу стручковый перец мелко. В это время летнее. Он еще молодой и не такой уж острый. Несколько зубчиков чеснока рублю мелко. И также режу мясо. На этот раз у меня свинина, брюшная часть. Она очень жирная, и поэтому обжаривать ее буду без масла на собственном соку. Жарю на сильном огне мясо, поэтому все быстро прожарилось. Как только подрумянится слегка мясо, кладу чеснок. Буквально несколько секунд, и уже чеснок дал запах. Кладу лук и обжариваю вместе. Все, теперь кидаю нарезанную картошку и дайкон и перемешиваю. Вместо приправ у меня вот такая обжаренная соевая паста кочидяй. Кладу сразу в подливу, наливаю затем воду. В конце кладу затем стручковый перец и даю все это покипеть 15-20 минут. Вот это и есть настоящий соевый белок-творог. Из него и делают тофу путем прессования белка. Как делать тофу, вы можете посмотреть на моем канале. Ссылочку оставлю снизу. Да, очень нежный и мягкий получился чодеби. Сам по себе он без вкуса.
и поэтому его едят с различными приправами, соусами или вот так, с мясной подливкой. Подаю чодоби горячим с чашкой риса. Думаю, тофу незаслуженно обходят стороной, хотя этот продукт бесценен, так как славится богатством аминокислот и микроэлементов. Друзья, делитесь этим видео с друзьями, пишите свои отзывы и не бойтесь экспериментировать на кухне. Всем удачного дня и хорошего настроения. С вами была Наталья. Пока-пока.